Всем привет, с вами Виктория Аню. Пришло время делать новое наращивание. Как обещала, в этом видео я уделю больше времени именно снятию такого покрытия, как слайм-гель. Причем на одной руке у меня слайм-гель для гелевых типс, на другой руке слайм-гель для верхних форм. И в этом видео без экспериментов не обойдется, так что если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Но для начала давайте посмотрим, как продержалось предыдущее наращивание. Как вы видите, все ноготки на своих местах, ничего не отвалилось, несмотря на то, что ногти, по мнению многих, были очень тонкими. На правой руке два ноготка у меня постоянно кончики стираются. Это из-за того, что я очень часто контактирую с ацетоносодержащей жидкостью. Напомню, что на правой руке мы делали наращивание при помощи гелевых типс и слайм-геля, который предназначен именно для гелевых типс. На левой руке у меня наращивание было сделано при помощи верхних форм и, соответственно, слайм-геля, который предназначен именно для верхних форм. Я впервые делала себе наращивание на верхние формы при помощи слайм-геля для верхних форм, и могу сказать, что это очень жесткий материал, и даже в тонком слое материал невероятно прочный. Тут я обращаю ваше внимание на Crystal Top от компании Beauty Lux. Я напомню, что правая рука у меня часто контактирует с ацетоносодержащими жидкостями, но топ при этом выглядит, как будто прям свеженанесенный. Ну и для того, чтобы видео было более интересным, покажу вам разные варианты снятия. Для этого я подготовила специальные колпачки для снятия, но вы знаете, вот, например, вот эти вот черные колпачки, они не создают паровой эффект внутри, так как очень много тут отверстий. Вот зеленые силиконовые колпачки, они намного лучше справляются со своей задачей. С зелеными колпачками процесс снятия займет 5 минут, с черными минут 10, а то и 15. Также посмотрим, как сработает Magic Remover, который предназначен для снятия гель-лака либо дип-системы. Ну и, конечно же, Nail Steamer и фрезер, аппарат специальный для снятия гелевых материалов. В одном из своих видео я говорила, что я не делаю коррекцию, если мое наращивание было сделано при помощи слайм-гелей. Для меня это не вариант поднимать плюющие ноготки, потом вот выпиливать это все изнутри. Почему? Потому что слайм-гель на самом деле проще заново нарастить, нежели где-то что-то выпиливать. То есть по мне этот материал нужно, скажем так, наращивать на готовность. По большому счету, этот материал сам позволяет сделать именно такую выкладку, чтобы по итогу нам, если и пришлось что-то пилить, то вот прям совсем чуть-чуть. Сейчас на своих экранах вы видите, как при помощи книпсеров я удаляю длину. При этом на правой руке слайм-гель, который для гелевых типс, намного легче, скажем так, он поддается книпсерам. На левой руке слайм-гель пожестче, тем не менее книпсеры точно так же справляются. При этом заметьте, да, хоть ноготки и были тонкими, но в нужном месте толщина вполне себе носибельная. За 5 недель у меня ни разу не возникло никаких дискомфортных ощущений, при этом гелевые типсы я абсолютно никак не укрепляла дополнительно гелями, и слайм-гель, который на верхние формы, я также абсолютно никак гелями дополнительно не укрепляла никакими. Те, кто меня давно смотрят, знают, что уже на протяжении многих месяцев я делаю наращивание исключительно слайм-гелем. И каждый раз у меня до нового наращивания все ноготки на месте. При этом в зимний период я могу лопатой помахать, снег почистить. Вот сейчас в летний период махаю тяпкой. Ну и, безусловно, домашние хлопоты для меня никто не отменял, так что делайте вывод сами. В итоге вот с таких коротышек намного проще и быстрее снять старое покрытие, нежели если бы я это делала снятие по всей длине. Те, кто видел предыдущее наращивание, помнят, что большой пальчик на левой руке я крепила при помощи пилов базы от компании Beauty Lux. Это специальная база, которая боится ацетоносодержащей жидкости и обещает нам легкое и быстрое снятие нарощенных ногтей.
Поначалу я думала, что с этого ноготка наращивание у меня отвалится через неделю. Через неделю я ждала, что через 2 недели, через 3 недели я уже просто перестала ждать. В общем, наравне со всеми ногтями, как вы видите, ноготок продержался. Я взяла безворсовую салфетку, обильно смочила в ацетоносодержащей жидкости и одела силиконовый колпачок. Буквально через пару минут было ощущение, как будто от ноготка что-то отскочило. И действительно отскочил вот этот вот весь слайм-гель. При этом, вот как вы видите, он довольно легко отошел от моей натуральной ногтевой пластины. И за это время слайм-гель даже не успел как-то, ну, я не знаю, раствориться. Также хочу заметить, что я не подпиливала топовое покрытие. Ну, то есть обычно, как мы подпиливаем верхний слой, то есть топ мы убираем пилкой, либо фрезером, и потом уже замачиваем. Тут в данном случае я ничего этого не делала, просто замочила буквально на 2 минуты. Так как на остальных ноготках у меня не нанесена пилов-база, поэтому топовое верхнее покрытие нужно спилить. Я это делаю пилочкой, можно взять фрезер. Пилочкой у меня тут 100 грит, можно взять 120 грит. Но вот если вы возьмете пилочку, ну, скажем, 180 грит, она уже помягче, и на спиливание у вас уйдет просто больше времени. Покрытие на 2 мизинцах я также буду размачивать при помощи ацетоносодержащей жидкости, безворсовой салфетки и вот этими силиконовыми колпачками. С пилов базой мне понадобилось 2 минуты для снятия старого материала, а тут придется подержать все это дело подольше, минут 5 как минимум. На безымянные ноготки я нанесу магический ремувер, делаю все как по инструкции, топовое покрытие спилила и теперь обильно наношу этот ремувер на старое покрытие. Попадание на кожу этого материала нежелательно, поэтому стараюсь сделать это максимально аккуратно. По инструкции нужно подождать 1-2 минуты. Я считаю, что это в принципе недолго, лишь бы был результат. Через 2 минуты я вижу, что на левой руке как будто никакой реакции нет. Просто ремувер впитался и как бы все. А вот на правой руке вот слайм-гель, который для гелевых типс, вот он уже вот как будто бы размягчился. На тот момент я подумала, ого, это ж так круто, да, так быстро. Взяла пушер и попробовала снять покрытие, но не тут-то было. Да, вы знаете, оно как будто бы, ну, не то, что как будто бы, оно действительно размочилось, если можно так сказать, да, но при этом еще довольно надежно и прочно держится на ногтевой пластине. На левой руке, там, где жесткий слайм-гель, ну, как-то очень сложно было все это дело удалить. На правой руке, может быть, ситуация получше, да, ну, то есть материал, в принципе, сходит получше. Тем не менее, все равно, ну, как по мне, это не очень хороший результат. Тем не менее, в инструкции написано, что если с первого раза вам не удалось снять покрытие, нужно нанести еще один раз, еще один такой вот приличный слой этого самого магического ремувера, что я, собственно, и сделала. Я нанесла еще слой ремувера, и тут у меня прозвенел таймер, который я ставила на 5 минут для вот этих вот самых колпачков. И вот, собственно, посмотрите, что у меня получилось через 5 минут. Жесткий слайм-гель, он размочился, и, в принципе, его уже на этом этапе, ну, можно снять с ногтевой пластины. Но понимаете, он еще не так легко, скажем так, сходит. Да, какую-то часть, вот видите, она как стружкой отходит, но тем не менее само покрытие еще держится. Дабы не повредить ногтевую пластину, я просто решила, что уж лучше я заверну еще на минут 5, чтобы весь этот процесс просто легче проходил. А вот слайм-гель, который для гелевых типс, через 5 минут уже отошел вот просто чулком. То есть можно просто вот так вот пальчиком поддеть, и он, ну вот как, я не знаю, как чулок с родного ноготка сходит.
Знаете, вот этот слайм-гель, который для гелевых типс через 5 минут становится прозрачным, как двухсторонний скотч. И вот с одной стороны, то есть липкость ее практически нет, а с другой стороны, вот как будто он приклеен к вашему ноготку. Пушером, да, его можно, вот видите, я его просто стягиваю, я на самом деле не то чтобы я давлю, я просто стараюсь его стянуть, а пальчиком сделать это намного проще и быстрее. Вот видите, вот я сейчас раз и просто-напросто взяла и стянула. Но давайте вернемся к нашему магическому ремуверу, и в этот раз, ну вот этот ремувер на ноготках был минуты, наверное, 3. И, как вы видите, также покрытие не хочет никак сходить с ногтевой пластины, удаляется. Да, какой-то слой и я удалить могу, но, опять-таки, не без усилий. И, ну, это совсем не то, чего бы мне хотелось. Делать это еще раз, ну, то есть наносить еще повторный слой, вот просто не вижу смысла, потому что, ну, в итоге это займет просто намного дольше времени, нежели завернуть силиконовые колпачки, ну, либо фольгой обмотать. Указательный и средний палец я решила вам показать, как спиливается фрезой. В данном случае я сейчас использую керамическую фрезу с зеленой насечкой. И, как вы видите, материал отлично, в принципе, пилится. Пилится он, конечно же, не так, как гель. Тут опил крупный, стружкообразный, я бы, наверное, так сказала. То есть какой-то такой вот мелкой пыли нет. Видно вот на руках то, что, ну, довольно такая крупная фракция, да, у опила. Также решила показать вам, как спиливается жесткий слайм-гель твердосплавной фрезой. Но тут у меня фреза с синей насечкой, и вот как вы сами видите, она также отлично все спиливает. Тут фракция еще крупнее, но тем не менее также ничего сложного в принципе тут нет. Единственное, фрезой я не могу спилить, ну как, не то что не могу, я побаиваюсь, даже можно так сказать, спиливать вот именно до натурального ноготка. Поэтому какую-то часть покрытия я все-таки оставляю, но это, знаете, такое вот минимальное количество материала остается на ноготке. Лично для меня проще и безопаснее фрезой спилить большую часть материала, а затем уже оставшуюся часть просто размочить. При этом для размачивания вам буквально понадобится, ну, опять-таки, там 2-3 минуты, максимум 5. Подводя итоги, могу сказать следующее. Для меня снятие слайм-гелей, неважно, для гелевых типс или для верхних форм, в любом случае проще и быстрее в 2 этапа. Первым этапом я удаляю глянцевое топовое покрытие. Можно это сделать пилочкой, можно это сделать фрезой, а затем уже буквально там на 5 минут замочить в ацетоносодержащей жидкости. В данном случае вот тут я использовала на некоторых ноготках вот именно вот эти вот силиконовые колпачки, но очень часто я использую именно Nail Steamer. Чуть дальше я вам его покажу. Иногда в Nail Steamer там помещается 5 пальцев, иногда я просто на 5 пальцев одеваю колпачки, а другие 5 пальцев засовываю в Nail Steamer, чтобы просто этот процесс у меня был быстрее. Тогда за 5 минут у меня просто, ну, вернее, через 5 минут у меня все ноготки полностью освобождены от предыдущего покрытия. Если вы спросите, сколько в общей сложности у меня уходит времени на то, чтобы снять слайм-гель, я вам скажу так, примерно меньше 5 минут у меня уходит на то, чтобы фрезой спилить топовое покрытие со всех 10 ноготков. И дальше 5 минут, ну вот где-то 5 минут на размачивание, там вот еще может быть вот эти вот одевания колпачков, заматывание вот этих вот безворсовых салфеток. Ну, это тоже где-то минуты 2-3. То есть максимум это минут 15. Это прям вот максимум. Это если вот я там еще где-то что-то параллельно куда-то чего-то делаю. А так это можно сделать за 10 минут.
Тут вот вы видите, что у меня один палец еще в Nail Steamer, так я вот просто одним пальчиком стягиваю материал с ногтевой пластины. При этом хочу заметить, что гель-база на ногтевой пластине остается, то есть слайм-гель мы удаляем, но гель-база не успевает за это время раствориться, каучуковая гель-база. То есть поэтому слайм-гель сходит чулком, но вот этот тонкий слой базы, он на ногтях остался. Мы его просто потом вот пилочкой слегка уберем и все. То есть, в принципе, ваша ногтевая пластина осталась защищенной и никакого вреда тут я особого не вижу. Да, вот здесь вот большой пальчик, на котором была пилов база, вот он остался без базы, и тут также это очень хорошо видно, то есть нет вот этого глянца. Конечно же, гель-базу на ногтях я не оставляю, пилочкой 180 грит спиливаю ее аккуратненько, без нажима, без давления. И это делается для того, чтобы следующее наращивание также хорошо держалось. Кстати, этот этап я рекомендую делать пилочкой 180 грит. Пилочка с большим абразивом не приподнимет хорошо ногтевые чешуйки, а пилочка с меньшим абразивом может спилить больше, чем нужно. Ну и еще один немаловажный этап, который обеспечивает нам хорошую сцепку материала, это маникюр. Тут у меня ничего нового. Единственное, хочу обратить ваше внимание на свои ногтевые пластины. Они вполне нормальные, чувствуют себя замечательно. Просто некоторые девочки думают, что когда я стягиваю слайм-гель при снятии, то вот на ногтевых пластинах у меня остаются такие зазубринки, и почему-то они думают, что это какая-то там часть моей ногтевой пластины натуральной. Но это на самом деле не так. Это на базе остаются такие как бы полосочки, ну то есть это вот именно на слое базы вот эти все зазубринки. Как вы видите, вот после того, как я прошлась пилочкой и выровняла, зашлифовала, ну не то, что зашлифовала, но выровняла просто ногтевые пластины, вот вы сами видите, что все с ними в порядке. Короче говоря, слайм-гель я не снимаю вместе со своей натуральной ногтевой пластиной. Вот так вот. Ну а теперь я перехожу к дизайнам. На правой руке у меня также будут гелевые типсы от компании Beauty Lux. Они мне понравились. Размеры я уже свои знаю, поэтому тут подбора типс уже не будет. Подготавливаю гелевые типсы к работе. С внутренней стороны хорошенько, тщательно прохожусь ацетоносодержащей жидкостью и безворсовой салфеткой. Этот этап позволяет нам немного подплавить типс. Соответственно, на такой подплавленной поверхности база будет держаться намного лучше. Также устанавливаю типсы на такие специальные держатели. На гелевых типсах я снова буду делать внутренний стемпинг дизайн, поэтому в первую очередь я выкладываю тонкий слой каучуковой базы. Буквально кисточкой из флакона по капельке выставляю в гелевые типсы и затем уже сторонней кисточкой распределяю по всей внутренней площади гелевых типс. Этот этап по большей части нам нужен не для того, чтобы создать липкий слой, а для того, чтобы последующие материалы, которые мы будем наносить во внутреннюю площадь гелевых типс, чтобы они хорошо держались в этой самой гелевой типсе. В противном случае у нас гелевый типс после наращивания просто отскочит. Мы же с вами знаем, что гелевые типсы хорошо держатся именно на каучуковых базах, не на полигелях, не на строительных гелях, именно на каучуковых базах. В данном случае я использую Latex Base от компании AS Art Studio. Работаю конвейерным способом для того, чтобы процесс просто не занимал много времени. Базу заполимеризовала, и теперь можно отпечатать во внутреннюю площадь стемпинг рисунок. На пластину наношу лак для стемпинга обычный, который сохнет на воздухе. Взяла для этого подушечку мягкую, силиконовую, но не прозрачную, а матовую. Это нижняя подушечка от двойного штампа. И затем отпечатываю рисунок во внутреннюю площадь гелевых типс.
На канале есть подробное видео, как можно отпечатать стемпинг рисунок во внутреннюю часть гелевых типс, верхних форм. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, найдите видео и посмотрите. Отпечатала рисунок, и теперь с внутренней стороны я раскрашиваю этот рисунок гель-лаками. В данном случае гель-лак не скатывается, никаких проблем при раскрашивании не возникает. Единственное, фокус решил у меня погулять, где хочет, а так как я вовлечена в процесс, то особо не слежу за ним. Как вы видите, слой тут очень тонкий, и в принципе этого вполне достаточно. Заполимеризовала раскрашенный рисунок, и так как у нас есть липкость от базы, то я просто по периметру рисунка решила добавить таких вот блестяшек. После выкладки блестяшек я еще раз перекрыла весь дизайн тонким слоем базы и заполимеризовала. Просто этот процесс я почему-то не записала, видно, забыла включить камеру. Ну и в итоге вот такие заготовки у меня получились. На левой руке я буду делать наращивание при помощи верхних форм. Беру вот такие вот, они у меня давно, заказывала на Алиэкспресс, прям очень древние. Подготавливаю их также с внутренней стороны, прохожусь ацетоносодержащей жидкостью и безворсовой салфеткой. Но этот этап, это скорее просто, знаете, этап очищения. Никакой тут подплавки пластика нет, потому что тут просто сам пластик абсолютно другого качества. Для верхних форм я беру специальный слайм-гель именно для верхних форм. Пожалуйста, не перепутайте, это абсолютно разные по своим свойствам материалы, хотя они очень похожи по консистенции. Прям с баночки торцом типса немного набираю материала и пальчиком, подушечкой пальца немного его распределяю. На этом этапе я особо не заостряю свое внимание на том, где там толще, где там тоньше. Главное, чтобы плюс-минус материал был выложен примерно до точек роста. Можно, конечно, растянуть его и дальше, но на этом этапе это не особо важно. Такая выкладка материала много времени не занимает, но зато потом вам будет намного быстрее, проще и удобнее установить верхние формы на свои родные ногтевые пластины. Мы знаем, что слайм-гель очень хорошо держит стразы, объемные фигурки, но тут я решила эти стразы утопить как раз-таки в слайм-геле. Подобрала стразы, которые, знаете, вот как стекляшки, они с гранями, но они, знаете, такие прозрачные. Эти стразы очень круто переливаются на солнышке, а я подумала, чтобы их как-то дополнительно не крепить, почему бы их не установить вот так вот во внутреннюю часть. Но единственное, конечно, при выкладке помните, что ближе к кутикуле мы используем маленькие стразинки, а там уже ближе к свободному краю по центру можно использовать стразы покрупнее. Стразы я прямо вдавливаю в слайм-гель, и они фиксированно держатся, никуда не уплывают. То есть вот как поставили их, как утопили, так они, собственно, там и стоят. Для того, чтобы между стразами не было никакого просвета, я также добавляю тех же самых блесток по центру. Просто пальчиком прижимаю и в слайм-гель просто припечатываю все эти блески. И вот такие заготовки у меня в итоге получились на все 10 ноготков. Перед установкой гелевых типс и верхних форм я еще раз хорошенько обезжириваю свои ногтевые пластины. Так как при создании заготовок могла куда-то вляпаться, где-то что-то могла какая-нибудь блестяшка у меня остаться. В общем, еще раз все это дело контролирую и обезжириваю. Дальше обязательно тонкий слой базы кисточкой из флакона выставляю по капельке и потом уже сторонней кисточкой распределяю материал по всем ноготкам. Эта база от компании Ice Art Studio даже в жаркую погоду не течет, не растекается, не затекает туда, куда не нужно и, в принципе, позволяет работать, знаете, так вот 4:1, да, то есть сначала на 4 ноготка я наношу эту базу, затем полимеризую и после этого на большой пальчик также выкладываю материал и полимеризую.
После полимеризации на поверхности образовался дисперсионный слой, его я удаляю, потому что слайм-гель все-таки, он, знаете, катается по дисперсии, а мне этого совсем не нужно, мне никакие затеки не нужны, в общем, я не люблю там ничего спиливать, выпиливать, поэтому я удаляю дисперсию и устанавливаю гелевые типсы при помощи слайм-геля. В данном случае я использую слайм-гель от компании Beauty Lux, который предназначен именно для гелевых типс. Гелевые типсы я устанавливаю сразу на 4 ноготка, сначала под углом 45 градусов, прижимаю у линии кутикулы и потом потихонечку опускаю к боковым валикам. Смотрю, проверяю по параллелям, если мне все нравится, прихожу к следующему типсу. Такое наращивание я уже делаю многократно, поэтому я уже знаю, какое количество материала мне нужно на тот или иной ноготок. То есть, вот знаете, сейчас у меня уже, знаете, получается так, что вот я набрала слайм геля, прицепила типс к ногтевой пластине, и там вообще практически ничего лишнего нет. А если даже есть, то это прям какой-то минимум, по поводу которого я вообще просто даже не заморачиваюсь. Просто вот устанавливаю, все хорошо, с внутренней стороны также там все отлично. Сами потом посмотрите. При этом я абсолютно ничего не буду с внутренней стороны выпиливать, ну то есть ничего не нужно. Да, есть небольшая ступенька образовалась у меня от гелевых типс, и как вы знаете, я ее не пилю, я ее просто плавлю при помощи ацетона содержащей жидкости. Я обильно смачиваю безворсовую салфетку, прям прикладываю к типсе и с небольшим нажимом, ну, можно сказать, втираю, да, втираю эту салфетку, этот ацетон, таким образом типс плавится, и вот этот переход, он сглаживается. И то есть этой ступеньки, ее все, ее практически, ну, там и нет. И вот что мне нравится в гелевых типсах, так это то, что тут наращивание, ну именно процесс наращивания происходит вообще без опила. Тут длина, которая меня устраивает, ну я имею в виду самих гелевых типс, переход я просто плавлю при помощи ацетона содержащей жидкости, и все, то есть ничего больше не пилю. Ну вот, собственно, наращивание готово. Теперь мне нужен тонкий слой жесткой базы. Этот слой нужен для того, чтобы гель-топ хорошо держался на гелевых типсах. Толстый слой тут не нужен. В принципе, выравнивание мне тут тоже особо не нужно, потому что у меня дизайн полностью внутри находится. Поэтому тонкого слоя базы достаточно, и, собственно, тонкого слоя топа тоже будет вполне достаточно. Возможно, сейчас кто-то скажет, что вот этот дизайн не обязательно было делать с внутренней стороны, я с вами согласна, но мне удобнее такой дизайн сделать именно с внутренней стороны на типсах, нежели левой рукой на себе. При этом вот эти цветочки мне пришлось раскрашивать в технике реверсивный стемпинг. Это в любом случае придало бы еще и объема, и, соответственно, закреплять нужно было бы этот дизайн сначала слоем базы, потом слоем топа, выравнивающим причем слоем базы. Ну, а я перехожу к своей левой руке, и тут немножко алгоритм действий другой. Сначала я устанавливаю верхние формы на свои ногтевые пластины. Стараюсь хорошенечко прижать. Ну, я понимаю, что там есть лишний материал, но на это я на данном этапе внимания не обращаю. За счет консистенции слайм-геля верхние формы можно установить на все 4 ноготка. Можно, конечно, и на 5, но с большим пальчиком немножко неудобно работать, поэтому я работаю все-таки 4-1. После установки верхних форм я немного ОФ-фонариком фиксирую слайм-гель. Именно ту часть материала, которая расположена у линии кутикулы. Для фиксации будет достаточно 2-3 секунды, буквально фонариком подержать, и достаточно. И затем уже внутреннюю часть, вот с внутренней, вернее, части я удаляю лишний материал. Так как он не заполимеризованный по консистенции как пластилин, можно сказать, что внутреннюю часть я просто-напросто леплю.
леплю из него свободный край. При этом стараюсь сводить материал на нет. На этом этапе я подумала, что на самом деле можно было бы сделать замес из прозрачного слайм-геля и вот этих вот самых блесток. Но на будущее буду, как говорится, знать. Кстати, в данном случае излишки мне придется убрать в другую пустую баночку. Не стоит убирать вот вместе с блестками в общую банку, потому что это вот сейчас слайм-гель, вот он такой вот шарик, да, и вроде бы, но если он немножко постоит, он полностью расплывется, соответственно, в основной баночке также эти блестки потом и останутся. После полимеризации я снимаю вот эти вот самые все верхние формы. Кстати, в этот раз мне удалось установить верхние формы практически без ступеньки, но все равно в любом случае тут незначительный опил нужен. Тут немного подпилить форму, сгладить переход и забафить саму поверхность для того, чтобы убрать вот этот глянец, иначе просто никакой материал нормально держаться на такой глянцевой поверхности не будет. И тут опять-таки первым слоем я наношу тонкий слой жесткой базы. Это Strong Base от компании AS Art Studio. Этот слой нужен для того, чтобы последующие материалы хорошо держались. Так как это левая рука, а рабочая у меня правая, тут мне намного проще работать и быстрее получается, поэтому буду делать стемпинг дизайн поверхностный. Взяла с пластины один только цветочек и пару листочков. Отпечатываю белым лаком для стемпинга. Цветочек на каждом ноготке я просто кручу, верчу, по-разному отпечатываю, но в принципе на всех ноготках у меня только один этот цветочек. Цветочки и листочки с пластины подобрала специально более или менее полые, потому что цвета дизайну решила придать в технике раскрашенный стемпинг. Ну вот поэтому, собственно, и выбрала такие рисунки. Раскрашиваю акварельными гель-лаками от компании Beauty Lux. Тут я как-то особо не стараюсь, знаете, в центре поярче цветочек и свожу на нет к краю, так чтобы белый контур все-таки остался. Ну и остается перекрыть оба дизайна топом, как с внешней, так и с внутренней стороны. В этот раз использую латекс топ от компании AS Art Studio. И вот как раз на этом этапе раскрывается вся красота утопленных страз. Возможно, сейчас кто-то скажет, что можно было бы обойтись без страз на левой руке, но я вам скажу, что результат был бы абсолютно другим. Чуть позже вы увидите разницу. Вот такие нарощенные ноготки у меня в итоге получились. На правой руке наращивание на гелевые типсы без опила. На правой руке попилить немного пришлось, но там буквально немного форму, длину, то есть я немного укорачивала и вдоль линии кутикулы. Не знаю, как вам, но лично мне очень нравится работать при помощи слайм-гелей, при этом абсолютно не важно, слайм-гель это для наращивания гелевыми типсами, либо верхними формами, и тем материалом наращивание у меня протекает быстро и довольно просто. Мне очень нравится то, что со слайм-гелем можно работать на готовность с внутренней стороны. Я замечу, я не выпиливала ничего ни на правой, ни на левой руке. И как вы видите, ну, изнанки, они отлично выглядят. То есть тут абсолютно нет ничего лишнего. На правой руке там гелевые типсы, понятное дело, да, там, собственно, и нечего было выпиливать. Но на левой руке, так как мы вылепливали, можно сказать, да, свободный край, то, соответственно, тут также ничего выпиливать не пришлось. Кстати, и оба дизайна, и с внешней, и с внутренней стороны, отлично смотрятся. А тут вот я вам показываю разницу. На правой руке вот как сияют вот эти вот блески, да, сияют неплохо, все замечательно, все хорошо. Но вот на левой руке за счет того, что там между блестками есть еще и стразы, преломление лучей, вот оно, знаете, его как-то больше, ну, намного круче, на мой взгляд, получился эффект. Рассмотреть, где именно стразы, а где блестки, вообще очень сложно. Сейчас вот я снимаю на макролинзу, там еще где-то можно определить, да, вот где стразины. А в реальной жизни невооруженным глазом это настолько
все сияет и переливается, что там вообще непонятно, где именно стразы, а где именно блески. Но разница действительно большая по эффекту, да, который получился в итоге. То есть просто блестки, да, они сияют, но все-таки не так ярко, как блестки в сочетании со стразами. Ну что же, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну и по традиции, как всегда, я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!